привет! Меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео я хочу с вами обсудить очередной универсальный мозаичный узор. Почему очередной универсальный? Потому что, как вы знаете, я очень люблю узоры, которые можно расположить в разных направлениях, а это значит, что их можно применить в разных предметах интерьерного декора. Итак, вот мой узор, который я хочу с вами сегодня внимательно рассмотреть и показать на примерах. По сути, это готовые прототипы разных предметов. Показать вам на примерах, как этот узор лег в разных направлениях. Итак, сначала давайте рассмотрим прототип пледа. Да, это именно будущий плед. Я хотела вам показать, как этот узор поведет себя именно в таком направлении, в пледе. Прежде всего, давайте измерим наш образец. Это у нас получается вместе с кромочными петлями 58 сантиметров шириной. Раппорт, как вы меня учили всегда ставить ударение, раппорт этого узора составляет вот эта вот часть 28 сантиметров. Но, как вы, конечно, можете заметить, это толстая пряжа. В данном случае я использовала пряжу 210 метров в 100 граммах, то есть довольно толстая, и вязала крючком 5,5. Еще раз вам напомню, акцентирую, 28 сантиметров, вот ширина вот этого основного элемента. Большой ковер-дорожку. Давайте посмотрим. Вот он, прототип моего ковра-дорожки. Посмотрите, как расположен элемент. Казалось бы, и здесь в этом же направлении, и здесь в этом же направлении. В чем разница? Разница в том, что здесь у нас бахрома идет слева и справа, здесь слева и справа бахромы нет. Где же она? Правильно, она располагается по коротким сторонам, как мы и хотим, как мы обычно и делаем в ковре дорожки. И вот для того, чтобы бахрома здесь располагалась по коротким сторонам, а рисунок смотрел вот так вот вертикально, я повернула эту схему. В ней, конечно, по-другому теперь будут расставлены крестики, чтобы вы могли связать себе и в таком направлении этот узор тоже. И специально связала этот прототип из другой пряжи. Здесь у нас уже 250 метров в 100 граммах. И посмотрите, даже визуально видно, как у нас меняется размер полотна. Здесь у нас было 28 сантиметров, вот эта основная фигура, ширина. А здесь сейчас мы померяем сколько. А здесь у нас почти 18 сантиметров. Очередную вам хотела провести демонстрацию, как фокусник, магии управления вашим полотном. Если вы хотите, если вам очень понравился узор, но вы хотите другого размера полотно, играйте с толщиной пряжи и толщиной крючка. Вы можете абсолютно любой узор связать совершенно в разных видах, в разных направлениях и в разных предметах декора из разной пряжи и получить разные размеры полотна под ваши задачи. Вот такой прекрасный узор. Я надеюсь, что вам очень понравится и его объем, и его многофункциональность. Я бы связала из него все. Я бы связала и плед, и ковер, и в таком направлении, и в другом направлении. Сразу скажу, что все схемы вы найдете в инфобоксе под этим видео в описании. Там будет ссылка на Google таблицу с разными вариантами этой схемы. Конечно же, эту схему можно связать и из центра. Причем можно начать вязать из центра, хоть из центра самого мотива, вот этого ромбового. Можно начать вязать вот отсюда, то есть из центра пересечения основных ромбовых нитей, как вам захочется. Варианты такого вязания центрового я тоже оставлю под видео, вот в этой табличке, в одном файле. Единственное, сразу вам хочу сказать, что центровое вязание здесь не симметричное, то есть у вас не идентичны будут сектора. Нужно будет каждый раз поворачивать схему, чтобы вязать в точности по ней первый сектор, второй сектор, третий, четвертый. Поэтому, если вы пока еще не знакомы с центровой мозаикой, потренируйтесь на более простых вариантах. У меня на канале есть много видео по центровой мозаике, есть даже отдельный плейлист. Лучше тренироваться на схемах, в которых все сектора идентичны друг другу. Но если вы уже опытный центровик, если вы уже пробовали центровую мозаику, то смело беритесь. Я бы обязательно связала
такой вот большой центровой квадрат и сложила потом его подушкой, конвертом, или, например, связала несколько таких мотивов и их потом бы соединила. В общем, тут очень много возможностей. Мотив, правда, очень классный, похож на значок параграфа, как обычно в учебниках у нас ставится. Дерзайте, пробуйте, буду рада увидеть ваши воплощения. Попробуйте сначала на образцах, вы знаете, где показать. Можно потом все это. У нас есть с вами чат, который называется «Нескучный плед», чат в Telegram. Приходите, все ссылки вы также найдете в описании. Ну и, конечно, приходите в мое сообщество в ВК, там тоже ссылку в описании вы найдете. Как всегда, буду рада вашим комментариям, понравился ли вам узор, в чем вы его видите, может быть, у вас уже есть какие-то идеи, куда его применить, может быть, идеи по пряже. Буду рада вашим лайкам, подпискам, потому что, безусловно, это продвигает канал, и больше людей мы с вами заинтересуем мозаичным вязанием крючком. А я пойду дальше вязать. Будьте здоровы. Пока-пока.